Мои дорогие друзья, вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Сегодня у нас с вами ченнелинг на глубокую тему, тема осознанные сновидения. Как инструмент для духовного роста. С этой точки зрения нас интересуют сегодня осознанные сновидения. Дело в том, что идет информация из потока о том, что коды пятой мерности, когда они идут на Землю, и когда пробужденные сознания их улавливают из ментального плана, именно как коды, и начинают их распаковывать, то есть некий провал между уровнем ментального тела и уровнем физической материи. Между ними лежит астрал, эмоциональная составляющая, да, наше астральное поле. И вот это астральное поле, оно занимается как бы разворачиванием, разверткой вот этих ментальных кодов, кодов вознесения, о которых сейчас мы все знаем. И вот почему нам необходимо осознавать себя во сне, потому что во сне с нами работают высшие силы, и начинается распаковка, раскрытие ментальных кодов. Чтобы для вас это не звучало загадками, я упрощу, скажу так. Ментальные коды – это информация. Информация сейчас владеет миром. Эра Водолея – это эпоха информации прежде всего. Информация для нас сейчас основная валюта. Поэтому говорю про информацию сразу перст и адал. Это то, что миром правит магия. Да? Сейчас вот эти исконные знания, родовые знания приходят в этот мир. Это как их повторное рождение, возрождение вот этих знаний наших предков, допотопной цивилизации и так далее. Многие из вас вспоминают свои прошлые воплощения, себя в прошлых воплощениях. Желаете соединиться со своей силой для того, чтобы реализовать себя в нынешнем воплощении. И вот инсайты, они идут. То есть догадки какие-то идут, знаки идут. Но все это как-то точечно, пазлами, такими несоединенными, да, пунктиром таким. И вот как это все обобщить, как это все связать одно с другим, как реально это применить в своей жизни. У нас есть некий провал. Вот астральный уровень материи – это некий симулятор, куда вы можете отправиться для того, чтобы распаковать информацию, попробовать ею пользоваться, сделать ее своим навыком, либо вспомнить навыки предыдущих воплощений. Идет очень мощная информация о том, что мы можем создавать свои собственные астральные такие комнаты, в которые будем отправляться. Это защищенные пространства, такие астральные капсулы. И в этих защищенных пространствах учителя обучают нас. В принципе, они и есть у многих и существуют. У кого-то они будут созданы. Это для того, чтобы мы адаптировались к кодам пятой мерности. Потому что, знаете, астрал, он похож на пространство воды. Вот, например, люди, которые не могут заниматься атлетикой, бегом, по тем или иным причинам, да, у них есть ограничения в подвижности суставов, им нельзя перегружать позвоночник. Им рекомендуют водную аэробику. То есть там, в воде, они могут позволить себе большую подвижность, там другие возможности, на них не давит атмосферное давление такое и так далее. То есть там они летают.
там их тело приобретает совсем другие качества, возможности, характеристики. Вот этот образ вам поможет понять, что то, что вы не можете сделать в 3D, в реальном физическом мире, в астральном плане вы можете это сделать легко. К тому же в астральном плане совсем иначе течет время. И мы знаем, что время на Земле в 3D-материи, оно течет достаточно медленно. Многие, у кого хорошая связь с астральным ментальным уровнем, их не устраивает вот это земное тормозное время. Им хочется быстрее. Но мы сюда пришли для того, чтобы приобретать навыки терпения, систематичности, самоконтроля, самоограничений. То есть мы как бы взяли на себя аскезу, вот чтобы вы понимали, для чего души высокого уровня приходят на физический план. Вот как духовные мастера берут на себя какие-то аскезы во имя духовного пробуждения, вот это подобно этому. Для чего они это делают? Чтобы вывести себя на более высокие вибрации. И вот здесь, через вот эти испытания, аскезы, через соприкосновение с 3D-реальностью, которая несколько тяжеловата, но она обучает, она трансформирует, она приучает ко многим вещам, которые ты не сможешь получить в других мирах и в других реальностях. Вот так точно каждая реальность обучает вас чему-то своему. И сегодня мы концентрируемся уже именно на астрале. Что это за реальность? Какой это уровень? Чему мы можем там научиться в этом астрале? Вот обратите внимание, что обучаясь чему-то в астрале, мы легко можем этот навык привнести в нашу 3D-реальность. Представляете, какая красота? То есть то, что раньше казалось фантазией, обучение во сне, ну просто надо понимать правильно эту фразу, потому что она имеет некое... Она фальсифицирована уже. И многие отказались от этой идеи, потому что реально не поняли, что значит обучение во сне. Они не осознали, что есть некая такая вот точка, которая называется фаза, состояние фазы. И если войти в это состояние фазы, то мозг работает совершенно на других вибрациях. И вот тогда возможно все. Возможно обучение, тренировка, овладение навыками. У меня сегодня как-то карты сами переворачиваются. Вот. Но, в общем, мы сегодня рассмотрим и что такое состояние фазы, и как ее достичь. Да? То есть у нас будет с вами 9 вопросов. Постараемся на них ответить. Так, значит, что бы еще взять? Да, еще скажу несколько слов, но я пока раскладываю, я из потока еще даю вам важную, полезную информацию. Поэтому, кто смотрит меня постоянно, поддержите меня лайками, подписками. Все, что я вам сейчас говорю, это идет из потока, это фактически вот такая безоплатная обучение, лекция на тему осознанных сновидений. Поддержите, пожалуйста, меня, поддержите канал. И мы идем дальше. Хочу заострить ваше внимание на технике безопасности немножко и про тему загрязненного астрального поля планеты. Есть сейчас некая такая история про то, что астрал очень загрязнен. Нам кажется, что он всегда был такой. Нет, есть тема на тему того, что вот сейчас это особое время. Действительно, квантовый скачок, он будет касаться того, что нужно чистить астрал. То есть астральное поле вообще Земли будет преобразовано, будет вычищено. Эта тема глубокая, я бы могла рассказывать на эту тему очень много. То есть что там накапливается, откуда, почему. Но я вам пока просто намек дам, что астральное поле планеты имеет проекцию и связь имеет на 3D-материи. Это вода, качество воды.
и водоемов Мирового океана. Мы знаем, какое сейчас качество воды и что происходит с Мировым океаном, насколько все загрязнено. Естественно, это также космос, космическое пространство, которое сейчас тоже загрязнено, его надо чистить. Мы знаем прекрасно, что это проблема, на которую мы пока не знаем, как решить, закрываем глаза. И также это проекция астрала, это интернет-пространство. И хочу подчеркнуть, что интернет-пространство сейчас становится загрязненным постепенно все больше и больше. Вы знаете, что постоянно возрастают потоки информации, но не вся она актуальна. Я ничего не имею против информации, новой и новой, да? Но ее никто не чистит. То есть, когда информация устарела, никто не занимается очисткой каких-то ячеек информационных, никто не занимается систематизацией, да, допустим, каталогизацией какой-то. И это все просто сейчас уже превращается в какой-то снежный ком. По этой причине очень многие люди сейчас начинают делать некий такой детокс, информационный детокс, то есть выходят из соцсетей, из каких-то групп, перестают смотреть телевизор, убирают из своей жизни гаджеты. Почему? Потому что перебор, причем перебор именно неструктурированная информация, бессмысленная и бесполезная. Надо понимать, что любая информация имеет смысл только если она к месту и по цели приходит. Да? А когда в поисках своей нужной информации вы параллельно натыкаетесь на груды чего-то другого, это вас отвлекает, забивает ваши банки памяти, и ваше астральное тело страдает. Это приводит к перегрузкам, и ваши сны становятся неосознанными, тревожными, загруженными. От этого вы не восстанавливаетесь, и ваши физические тела разрушаются. Вот такая вот серьезнейшая тема. Поэтому тоже хочу сказать, что если вы интуитивно отходите, да, от просмотра телевизоров, новостных каналов, каких-то интернет-ресурсов все меньше и меньше посещаете, то не удивляйтесь, это нормально, это естественно. Я думаю, что вы меня услышали и вы поняли меня правильно, что информацию нужно к ней относиться осознанно, выборочно и поглощать только структурированную информацию, либо самостоятельно ее структурировать. Неструктурированная информация – это просто хаос, это мусор. Вы с ним ничего не можете сделать, вы не можете это применить практически. Поэтому перестаньте бегать по каким-то курсам, бесконечным тренингам, коучингам, смотреть все подряд, грести все подряд. Вот это вот неумеренность в приеме информации будет засорять ваше астральное тело и не дает учителям по ночам работать с вами по распаковке ментальных кодов, которые идут в точках силы, мощно идут к нам ментальные коды пятой мерности. Ближайшая такая точка силы будет врата 0808. Я вас всех приглашаю провести коллективную медитацию, жреческую практику совместную. И вся информация об этом есть под этим видео. Переходите по ссылке «Звездные врата», читайте, размышляйте. И если резонирует, то пишите, и я вас добавлю в закрытую группу. Ну что, мы полетели, начинаем распаковывать информацию. Хочу сразу сказать, что идет из потока. Я уже показывала вам руны. Адал и Перт. Обратите внимание, что это руны, которые говорят о том, что идет во время сна, идет мощная работа с подсознанием. Мы на связи с нашими истоками, корнями. То есть все, что происходит во сне, это прямо распаковка и загрузка, и распаковка кодов, которые связаны с нашей магической силой. Силой нашего рода. Это магия исцеления, это магия освобождения, это магия
заземления в вашем пространстве, материализации, можно сказать, всего, что вы хотите. Здесь потрясающий потенциал у осознанных сновидений, поэтому вот настраивайтесь на эти руны, это руны, которые вас раскроют. Дальше у нас вот здесь идет такой дар общения. Само собой понятно, что во время сна мы получаем информацию. Это, у кого-то это односторонний поток информационный, да? У кого-то это двусторонний поток, но тем не менее это общение. Ловушка здесь вот идет борьба за власть. Но это про то, что во время сновидений у нас могут все недопрожитые сценарии, конфликты, внутренняя борьба, невыраженные эмоции, все, что нас напрягало в течение дня, оно должно быть переструктурировано, выгружено, и из этого должен быть взят ресурс. Естественно, здесь и о подключениях нас предупреждают и так далее, но, скажем так, осознанные сновидения, они потому-то и безопасны, что они осознанные. Все подключения, все ловушки на пути подстерегают тех, кто неосознанно относится к практике осознанные сновидения. То есть для легковерных и легкомысленных я эту практику точно не рекомендую. Идем дальше. Вот тут тоже интересная карта, пятерка огня, она как-то вторит вот этой ловушке борьба за власть, борьба, соперничество, игра. Стоит превратить борьбу в игру, и вы получите азарт и возбуждение. Если правильно относиться к практике осознанные сновидения, если легче, без вот лишнего фанатизма, здесь не нужен фанатизм, здесь нужно, знаете, идти как в эксперимент, вот в это, играючи. Если пойдете играючи, без фанатизма, то вы выйдете на достаточно высокий уровень очень быстро и на высокие вибрации. Никакие подключения вам, естественно, в этом случае не страшны. The Boy, также карта The Boy, как раз вот про то, что лучше всего, вот вспоминайте, кто у нас в снах живет, да, вот правдиво, интересно, это дети, да, вот детские сны, красочные, красивые, интересные. То есть в этой части мы соприкасаемся со своим внутренним ребенком. Ночь – это тот момент истины, когда все мечты сбываются. И вот в зависимости от того, как чувствует вас ваш внутренний ребенок себя, вы чувствуете себя во сне. Но вас ждет исцеление, исцеление внутреннего дитя. Вообще первое, что проходят люди в осознанных сновидениях, это исцеление. И всегда это начинается с внутреннего ребенка. Это я уже заметила. Здесь у нас идет карта императрица. И 22-й аркан шут, либо нулевой. Аркан дурак здесь у нас. Посмотрите, как обнуляется 3D-материя. Посмотрите, как перезагружается. Да? То есть какой потенциал, облегчение какое происходит именно в теле. То есть как важен осознанный сон, как можно творить и задавать любые параметры, потому что 22-й аркан – это программное тело человека, это высочайший уровень. Вот мы сейчас проходили медитацию 0707, куб Метатрона. И работа сейчас идет у нас на уровне программного тела с материей, там, где очень просто можно изменять параметры своего тела, работать с возрастом и многие-многие другие вещи. Это все доступно и многое другое. Посмотрите, как материя раскрывается. Дальше интересная карта тоже. Новый взгляд. Посмотрите на мир по-новому. Взаимопонимание и сострадание. Замечательный момент истины, когда мы можем переоценку ценностей какую-то сделать, когда мы можем... Вот знаете, завтра будет новый день. Ночь позволяет нам посмотреть на наш день как-то иначе, взять из этого всю квинтэссенцию опыта. И вместо того, чтобы превращать нашу жизнь в день сурка, когда один день похож на другой,
Мы каждый день, каждый новый день, если правильно и осознанно спим, превращаем реально в новый день. Новый день, потому что у нас новый взгляд, а не потому что настало утро. Потому что мы обновленные, мы другие, поэтому и день у нас новый. А у многих день у нас не новый, у нас он какой-то, да, бег по кругу. Вот здесь вот этого бега по кругу нет. Каждый новый день становится новым открытием и откровением. Это прекрасное послание предваряет наш ченнелинг. И мы начинаем. Первое, что я бы хотела спросить у высших сил, что такое осознанное сновидение? Как высшие силы понимают это? Как они нам преподнесут? Эвос и Адал. Ну вот это мощная перезагрузка на уровне прямо материи, кодов ДНК. То есть насколько мы можем использовать, скажем так, расширить возможности нашего мозга. Здесь прямо, знаете, идет информация о том, что осознанное сновидение – это когда вы можете безгранично и бесконечно обучаться. То есть можно сказать, что осознанное сновидение – это когда вы не теряете время по ночам. Потому что Эвос – это скачущий конь Одина между мирами, а Дал – это как раз вот этот самый мир. То есть ты можешь отправиться абсолютно в любое пространство. Мы знаем, что астрал, он состоит из таких вот ниш, пространств, таких локальных областей. Он своеобразно устроен на самом деле. И ты можешь отправиться в какую-то свою вот такую вот реальность. Адал – это такая некая вот капсула времени, некое твое подпространство, да? И ты можешь там обучаться, расширяться, познавать новое, потому что Эвос – это квантовый скачок сознания. Вот материя максимально быстро приобретает знания, навыки, умения. Фантастика. Дар трансформация, смотрите, вторит этому. То есть здесь мы объединяем духовное и физическое, информацию, энергию, материю и сознание, да, и вот, собственно говоря, здесь вот, знаете, какая-то прям тантра замечательная, потому что когда мы бодрствуем, у нас есть некое состояние расщепленности. Вот мы живем в неком таком мире дуальном. У нас все по полочкам, все разложено, а здесь все в слиянии, все в единстве. То есть стихия вода, которая у нас господствует в астральном плане, да, это стихия объединения, слияния. И она очень помогает взаимопроникновению. Вот астрал помогает взаимопроникать информацией и материей. Они как бы дружат в астрале. 19-й аркан Солнца. Но смотрите, что такое осознанное сновидение. Это прежде всего осознание себя в первозданном, в первозданном виде, таким, какой тебя задумал Творец. То есть я. Это общение с внутренним ребенком, с домом души можно общаться. Но здесь очень высокие вибрации, потому что, честно говоря, здесь вот идут вибрации дом души. Это высокий уровень астрала нам показывают сейчас, то есть нам не показывают низкоастральные какие-то моменты. Нам показывают, что осознанное сновидение – это очень ресурсное состояние. Поэтому показывают нам, что здесь не то, что бояться нечего, а здесь прямо хочется, вот я смотрю на эти энергии, прям хочется этому учиться, хочется туда пойти, потому что там вы осознаете себя истинного в полноте, в единстве и с собой, и со Вселенной, и с родом. Да? То есть как бы удивительно то, что именно ночь – это время пролития света
на очень многие темные уголки для нашего сознания. Вот тайное становится явным. 11-й аркан — сила, энергия прорыва. Вот что такое осознанное сновидение. Соединение со своей силой, мощью. Идет информация о том, что в астрале есть астральные проекции наших артефактов, то есть вещей силы. У каждого мага, мастера есть артефакты, вещи силы, есть тотемы, которые усиливают нас. Есть очень много всего. Магическая печать, космическое имя. Это все, что мы раскрываем во вратах. Проходя врата, вот мы с нашей группой Беркана постепенно собираем эти коды. На протяжении уже долгого времени наши участники коллективных медитаций, многие уже знают вот свои ключевые такие моменты. Это делает нас сильнее. Это все работа на уровне переживания и соединения с этим. То есть, смотрите, одно дело, вам кто-то скажет, допустим, ты маг, ты творец своей реальности, ты там, не знаю, раньше ты мог уметь это, раньше ты там горы сдвигал, да, реки переносил. Даже если вы верите, вы чувствуете в себе этот потенциал, но только именно проживая осознанное сновидение, вы инициацию проводите. Понимаете? Поэтому это очень мощный инструмент активации, инициации ваших потенциальных возможностей. Да, стоит эту тему распаковывать. Из тени выходит, я взяла все-таки тень на всякий случай, мало ли что пойдет. Здесь у нас вышел The Smith, кузнец. Отдых. И 13-й аркан смерти, трансформация, завершение, преображение, перемены. Иногда, чтобы начать новую жизнь, нужно умереть. Дайте уйти тому, что пришло. Дайте уйти тому, что пришло время уйти. Вот смотрите, как я это читаю, Смит. Пошла информация, что осознанное сновидение – это практика. Она дается и поддается тому, кто усердно ее практикует. Она дается и поддается со временем. И еще раз нам показывают, что это колоссальный дар преображения, трансформации, вот именно перевода потенциала, да, то, что мы улавливаем через ментал, да, вот наши инсайты, все наши потенциальные возможности, мы их улавливаем, но распаковываются они реально именно в осознанных сновидениях. Поэтому ночью с нами большая, огромная идет колоссальная работа. Очень многие мои родственные души мне часто говорят, что ночь превращается в некое такое время обучения, то есть сна как и нет. Это вот интересное такое состояние. Вроде спишь, но не спишь. То есть Смит — это работа, оттачивание техники, понимаете? То есть если вы хотите или думаете, что у вас это уже получается, вот глядя на эти карты, я думаю, что этому стоит обучаться, это технология. И здесь вот дорогу осилит идущий, но ресурс в этом колоссальный. И у нас идет карта дыхания космоса, плыть по течению, а не против, вмешательство в планы Вселенной. Ну, такой нам совет, что осознанные сновидения – это естественное состояние, да, дыхания космоса, где мы в соединении с собой, где мы чувствуем себя на ладонях Матери Вселенной, где мы в естественном гармоничном состоянии с собой и со средой. Мы там отдыхаем, мы расслабляемся, мы понимаем, что мы услышаны, и мы слышим эту Вселенную. То есть тут, конечно, потрясающий ресурс в получении информации о себе, о себе, о себе.
Ну что ж, вот это у нас только начало. Это только начало, это первый вопрос. И для чего можно использовать как инструмент осознанные сновидения? Айера и Альгиз. Значит, это для материализации. Вот когда вы хотите запустить какой-то план, проект, когда вам нужно простроить сценарий своей самореализации, когда вам нужно завершить какой-то, наоборот, сценарий, начать новую жизнь, когда вы хотите достучаться вот и понять, кто же я на этой планете, для чего я пришел сюда. И, в общем, здесь вот интересные моменты, связанные с завершением и началом, с осознанным выбором, с получением информации о себе, с соединением вот себя из неких пазлов, осколков, воспоминания прошлых жизней. Посмотрим. Ловушка семейная клятва. Здесь я это вижу как... Вот опять здесь от нас тянутся мощные нити в другие миры, другие воплощения, к каким-то людям, родственникам, родовым сценариям. Здесь можно разрешать эти все вопросы и делать свой осознанный выбор. Что я беру в свою жизнь, а что я не беру. Какие сценарии я завершаю, какие, наоборот, активирую. Звезда. Выход на свое служение, миссию, предназначение. The Shapeshifter — это у нас оборотень и борьба. Здесь чистки, здесь очищение себя от всевозможных блокирующих программ, убеждений. То есть здесь можно при помощи осознанных сновидений менять свои ментальные конструкции, поведенческие привычки. Здесь можно изменить очень мощно свои личностные характеристики. Здесь действительно ты можешь, в принципе, из себя лепить все, что угодно, причем, что интересно, минуя критику разума, минуя, да, вот этот ментальный блок, что не получится, невозможно. Здесь можно прямо сразу нырнуть в подсознание и поработать с программами так, что ментал не проснется и пропустит вас в святая святых, в ту зону, которую он сторожит и не дает изменить. Вот здесь можно очень изменить свои установки хорошо. Так, 12-й аркан — жертва. Да, расширение сознания. Здесь может произойти колоссальное исцеление сердечных ран. Вот смотрите, все, что нас держит, тут мощный аспект очищения, исцеления, преображения, выхода на новый уровень осознанности, избавления себя от всевозможных программ, которые блокируют вашу самореализацию, исцеление физического, эмоционального плана, ментальных каких-то затыков. Все решаемо. По 12-му аркану повешенный могу сказать, что ничего невозможного нет. Он настолько объемен, он дает другой масштаб видения. То есть человек, практикующий осознанные сновидения, это человек новой эпохи. Для него невозможного нет. И вы знаете, если человечество в целом начнет осознанно жить во сне, это тотальная перемена, наступит вообще преображение в 3D-материи. Это неизбежно. То есть вот сейчас мне показывают, что вот он путь мягкой перестройки. Мягкой, да, то есть без стресса, без войны, без жертв, да. То есть если вы хотите что-то изменить в 3D без жертв, без войны, без кризисов, мягко, перейдя на другой уровень просто осознанности и через это, да, исцелиться именно. Вот этот интересный вариант. Дети солнца, внутренний ребенок, нежность, невинность, редкий дар.
Это карта про то, что здесь у нас на Земле есть целый десант таких людей, которые зовут себя РД-поток, поток родственных душ, это мы. Присоединяйтесь, если резонирует. Этот звездный десант здесь для того, чтобы распространять чистоту любви по всей планете. Нас ведут, и мы понимаем, что мы пришли преображать этот мир силой своей любви. И этот мир действительно будет спасен благодаря тому, что есть такие вот люди, эмпаты, люди, которые с чистым открытым сердцем исцеляют нашу планету. И работая как в осознанных сновидениях, вы помогаете всей планете, да, перейти на новый уровень. Поэтому это целая колоссальная программа. Мне уже не раз показывали, что это массово готовят людей сейчас к работе с астральным уровнем, с астральным планом, потому что астральный план преображается. Вот мы сейчас следим за тем, что происходит в 3D-материи, да, сколько сейчас поднялось ила, будем так говорить. И это нас фокус увело, да, на 3D, и мы сейчас не смотрим, что происходит там в 4D, в 5D, это как-то не суть важна. Очень многие заняты кодами выживания, зарабатыванием денег и так далее. А ведь в астрале сейчас идет колоссальная работа, переструктуризация астрала, переподключение людей на другие уровни астрала. И именно работа здесь, вот казалось бы, тайная, неявная, такая вот во сне, это реально то, что может изменить 3D. Реально. Но нам это порой не кажется таковым. Поэтому нас призывают работать осознанно в астральном плане. Это самый простой способ повлиять на 3D-материю, сделать мягкую такую революцию. И что у нас здесь? Третий вопрос. Что такое состояние фаза? Состояние фазы – это то, что предшествует осознанному сновидению. Это сдвиг сознания. Это сдвиг сознания. Когда мне показывали фазу, я пережила фазу спонтанно. В сознании однажды я ее пережила. Я увидела, как материя рассыпается на пиксели, либо, можно сказать, даже на атомы. То есть это некое расщепление. Ты видишь, как марево, то есть и твой мозг, он воспринимает, это вот как, ну, многие тоже меня поймут, кто переживал. То есть ты здесь или и не здесь, ты в другом мире или ты в этом мире. Это вот уникальное состояние сдвига сознания, мощное. Но вы знаете, двигаться вот в этом состоянии, ну, мне было невозможно. То есть я была в сознании, но встать я не могла. В состоянии фазы, когда твое тело, оно отключается. И ты вот как бы, ты просто тебе не на что опереться. То есть ты почему не двигаешься? Не потому что не можешь руку поднять, ногу поднять. Ты можешь, но ты не понимаешь, куда двигаться, потому что твоя реальность расползается, да? Куда двигаться? Некое пространство теряется, в котором ты находишься. То есть мы же должны себя как-то идентифицировать, да? И вот здесь вот некий сдвиг именно идет пространство, пространственный сдвиг. Так, дар слияния, туз жезлов. Что такое фаза? Тройка чаш. Что у нас из тени? The Queen of Heart and Home. Тройка земли. Порядок. Потерянные земли, воспоминания души и ее дары. Вы уже проходили через это. Вот смотрите, несмотря на всю естественность этого процесса, которая ничем не угрожает вообще-то нам, то есть показывают, что фаза безопасна. Она безопасна для вашего сознания, она безопасна
для вашего тела, психики, что очень важно. Но она требует от вас очень, скажем, большого доверия и внутреннего состояния удерживания структуры. То есть это некое, знаете, умение концентрироваться на теле. Вот когда вы проходите состояние фаза, а как в него войти, я технику считаю с потока в следующем эфире, потому что тема осознанное сновидение у нас будет, это будет такой, несколько, да, скажем, эфиров будет этому посвящено, в одном эфире всего не опишешь. Вот я вам расскажу, но фаза — это состояние, с одной стороны, высвобождения духа, то есть вот такой, знаете, полета, радости какой-то, вот легкости, да, то есть вы как будто поднимаетесь над материей, с одной стороны, но это описать невозможно. С другой стороны, вам нужно сохранять чувство укорененности. И это как вот малая смерть. Потому что ты как бы здесь и не здесь. Это вот сдвиг пространств. Ты параллельно находишься в нескольких измерениях. Но это очень кайфовое состояние. Могу сказать, что оно приятное, кайфовое. Тем оно и странное, что ты одновременно находишься и в теле, и вне тела. И ты это осознаешь. Это классное, интересное. Ну, как его описать, вот я уже сказала. То есть если открыть глаза во время фазы, вы прямо увидите некое марево, и материя рассыпается. А с другой стороны, оно очень естественное. Вам там в этом состоянии комфортно, вам понравится. Но вот сам переход, он очень, знаете, и он быстрый. То есть, что я вам хочу сказать, что вот это состояние фаза, его очень многие не улавливают. Потому что это резко, быстро и у многих спонтанно происходит. Поэтому не все отслеживают его. Бывает так, что фазу просто не замечают, я бы так сказала. Но кто замечает, тот осознает вот эту мощь, которая происходит, вот огромный всплеск энергетический такой. Само по себе тело приобретает даже вот другие качества. Мир приобретает другую основу, другую структуру. Но это уникальное состояние. Я не знаю, можно ли его описать словами, но дух, душа и тело в этом состоянии обретают большую степень гармонии и единства, несмотря на вот тот самый сдвиг сознания, который, казалось бы, должен, ну, как бы нарушать привычную гармонию, да, привычный порядок. Но нет, нам показывают, что если это состояние правильно принять, быть к нему готовым, эмоционально стабильны, важно здесь держать мысли в порядке, быть эмоционально стабильным и осознавать, что это естественное состояние. В общем, здесь достаточно надо быть просто подготовленным человеком. Тогда все в порядке, но вот еще раз хочу подчеркнуть, не все осознают фазу. Она очень быстро проходит. Как войти в состояние фазы? Давайте возьмем подсказочку и сразу Исса и Ингус. Это просто умение концентрироваться. Концентрироваться на теле, на материи. Но это вообще надо практиковать. То есть вот здесь вот ловушка эгоизма, иерофант нам пятый аркан дает исцеление. The Pen. Так, как войти в состояние фазы? Остановка внутреннего диалога — это ключевой момент. Внутреннего диалога. Концентрация может быть на дыхании, на физическом теле, на ощущениях тела,
растворение своего эго в потоке учителей. Состояние очень похоже на молитву, знаете, такое сакральное, сокровенное состояние. Очень поверхностное дыхание, почти что нет. Мысли останавливаются, состояние камня. Вот еще раз подчеркивают, убираем мысли, растворяем эго в потоке Творца. Девятка огня. Снимаем все блоки. Здесь, знаете, вот это состояние действительно ребенка, голого ребенка, который не стесняется своей наготы перед Творцом. Вот сбрасываем маски. Если вы способны быть таким открытым и искренним, если вы способны к глубокой молитве, сердечному стриптизу такому перед Творцом, то вы легко войдете в состояние фаза. Здесь просто обращение к Творцу, который где-то там, в глубине твоего сердца, всегда ждет твоего обращения. Забота, дар забота. Вот здесь я говорю, здесь очень много от ребенка. Ощущение себя младенцем, абсолютно защищенным, любимым ребенком Творца. Упади в мои объятия, смирение, двойственная природа мира. Да, признание себя человеком. Признание себя человеком. Вот смотрите, здесь вот это состояние поймайте, я его транслировала вам сейчас. Состояние смирения, молитвы. Простое на самом деле состояние. Вот. Это такой вот духовный катарсис, абсолютно духовный экстаз и катарсис одновременно. Абсолютное выравнивание здесь происходит. Уже как технологично это сделать более грамотно, я считаю потом из потока, но вот это состояние, к которому вы должны прийти, чтобы войти в осознанное сновидение. Абсолютная любовь и доверие, принятие себя, прощение. Простота. Это просто. То есть все технологии, которые какие-то замороченные, вот мне сейчас говорят, сложные, это отбросьте. Это просто. То есть войти в осознанное сновидение, нам подчеркивают, это просто. Вот все гениальное просто. Вот говорят, это очень просто. Поймайте этот поток. Как осознать себя в осознанном сне? Потому что сны снятся всем, но бывает так, что мы даже осознаем, что это сон, да? Но бывает так, что мы не осознаем, да, себя во сне. А вот вопрос касается того, как осознать себя в осознанном сне. Торисас и Кана. Очень интересный совет. Вот где нам пригодится наша рассудочность, похоже. Дар, секс, шестерка чаш, путешествие. The Queen of the Night, Паша огня, расширенное сознание. Я помню, да, здесь понятно. Нужен триггер. Придумайте себе какой-то триггер, ключевую фразу. Это наработка. Вот здесь в данном случае идет техника повторений.
Придумайте себе ключевую фразу, которая будет говорить вам о том, что это мой сон. Не я во сне, не я сплю, не я вижу сон, да, это мой сон. Это ключ, когда вы понимаете, что вы можете владеть этой ситуацией. Когда вы вспоминаете, что сейчас ночь, я сплю, это мой сон. И вы можете перейти в состояние «я помню, что я сплю». Вот здесь надо просто натренировать свой мозг, чтобы вовремя он научился вам посылать эти сигналы. И вот здесь это уже технология. Вот на самом деле вот войти в сон правильно – это одно. А вот вспомнить себя во сне, осознать себя во сне – это особое состояние, которое, я вижу, нужно нарабатывать. И тут надо нарабатывать прямо физически его, работать. Постепенно качество вашего сознания привыкает к таким особым состояниям. Вначале это может казаться странным и необычным состоянием, но потом вы будете понимать, что вот в этом состоянии вы более ресурсны. Потому что у нас есть некий такой затык, блок, что ночью надо вот спать, вот как камень, да, тут у нас вот Турисас, вот эта руна Турисас, которая символизирует, что я должен выспаться, мне нужно отдохнуть. И очень у многих вот есть только одно состояние вечером после работы – это уснуть и набраться сил. И это особая, знаете, такая ментальная конструкция, которая на самом деле препятствует брать ресурс из сна. Вот парадоксальным образом мы должны восстановиться, но мы не можем. Это вот это состояние, когда мы спим и не высыпаемся. То есть обратите внимание, как вы пробуждаетесь. Вот на это обратите внимание. А если вы пробуждаетесь полные сил, вот вы поймете, что вы можете, когда владеете техникой осознанное сновидение, вы будете восстанавливаться в кратчайшие сроки. Из вас будет просто энергия вот струиться, понимаете? И ваше сознание будет работать совершенно на другом уровне. То есть вы должны во сне себя вспомнить. Да, действительно вспомнить. А как это достигается? Это достигается практикой. И вот каждый придумает себе свою фишку. Здесь вот паш огня. А вам нужны коды, ключи, которые будут как триггер выщелкивать. Ну вот считаем информацию потом из потока, посмотрим, что лучше всего делать таким триггером для себя. Техника безопасности в осознанных сновидениях. Ну, тут идет информация, это ваша вера. Тут как будто бы ловушка слияния, исток, разум. Что тут из тени? The Lady of Joy. 16-й аркан башня. Благоволение. Все пути ведут домой. Внутренняя сила, интуиция, прислушайтесь к себе. Значит, смотрите, техника безопасности. Тут надо быть очень... понимаете, к этой технике вообще подходят люди с пробужденным сознанием, умеющие различать вибрации, энергии. То есть если вы уже умеете отличать и отсекать ненужные контакты, вас как бы об этом предупреждать не нужно. Это внутреннее знание, это внутренняя интуиция через связь с истоком. Первое – это вера, это доверие, и нужно понимать, что первые разы вас ведут учителя, они вас сопровождают, они вас обучают,
Но какие-то ошибки вот нам здесь показывают, что у вас все равно, понимаете, вот ангельская защита, она все-таки существует. Вот в осознанных сновидениях нас сопровождают какие-то покровители, существа. Они заботятся о том, чтобы мы не залипли на каком-то сценарии, чтобы нас не утянуло куда-то там в нижний астрал. Но причина вся ну, таких вот состояний, наше любопытство, наше залипание. То есть надо быть просто очень трезво мыслящим, спокойным, уравновешенным человеком. В любом случае, показывают, вас вернут. То есть даже если что-то такое вот происходит, я смотрю, даже если вот какой-то момент, но который нежелательный происходит, я смотрю, что вот под защитой находятся все сновидцы, они под защитой учителей высших сил, и что все, что может навредить, это излишнее любопытство. Да. У нас тут 16-й аркан башня. То есть умейте отсекать. Умейте отсекать в осознанном сновидении. Нужно очень быстро ориентироваться и в случае чего просто отсекать какие-то контакты. Вот нам тоже дают этот хагалас, башня, то есть люди, которые в состоянии удерживать астральные энергии очень хаотичны, понимаете? И если вы умеете держаться центра, если вы достаточно взвешенная, структурированная личность, целостная, спокойная, гармоничная, то проблем вообще никаких нет. Если у вас внутри есть, нет стержня, есть много хаоса, ну, оттачивайте. Я бы таким личностям рекомендовала сначала медитации, потом трансы и потом уже осознанные сновидения. То есть постепенно переходите, не спешите. Готовьте ваше сознание к осознанным сновидениям. Как бы шаг за шагом. Не торопитесь с ними. Доверяйте своей внутренней интуиции. В принципе, это безопасно. В любом случае мы под покровительством наших ангелов всегда находимся. Как запомнить сон? Дагас и Манас. Хочется сказать, что это естественно. Когда мы резко просыпаемся, мы забываем сны. Вопрос, как мы выходим из сновидения. Вопрос, как мы выходим из состояния фаза. Да? Туз чаш, подавление, большая задница, шестерка огня, очищение ауры, тяжесть мира. Так, как запомнить сон? Значит, смотрите, как только мы открываем глаза, мы наполняемся впечатлениями. И мгновенно на нас обрушивается колоссальная информационная такая прямо кокон такой, бам. Но мы настолько к этому привычны, мы даже можем это не замечать. Мы мгновенно вылетаем из этого состояния. То есть как запомнить сновидение? Удерживайте себя искусственно в состоянии расслабления и послевкусия этого сна. Очень медленно выходите из состояния осознанного сновидения. Не торопитесь, то есть максимально сдерживайте огненные порывы. То есть если вас выбросит резко что-то, звук какой-то, звонок будильника, кто-то войдет в комнату, только вы открываете глаза, вот здесь вот впечатление. Все, это все стирается мгновенно. Поэтому, знаете, вот здесь вот как-то надо нарабатывать умение замедляться при просыпании. Вот это самое важное. Впечатления, они сразу прямо, знаете, вот
показывают это как, даже не знаю, тяжелое такое что-то. Интересно, что мы к этому адаптированы, мы вообще не понимаем, что происходит, но множество программ, причем одновременно, начинают загружаться в наше сознание. Понимаете? Образы, смыслы, то есть где мы, кто мы, зачем мы, когда вставать, что я должен сделать, ну и так далее. Я же обещал, мне надо. Ну, короче, это все бабах в одну секунду рушится. И сколько бы вы уже потом не лежали и не думали, нет, если мозг ваш запустился в работу, все, это бесполезно. Нужно тормозить мозг, учиться очень медленно выходить из сна. Тоже считаем информацию, как это сделать, как медленно выйти из сна. Дальше очень интересный вопрос, кто такие сталкеры. Если будет вам интересно, раскрою эту информацию подробнее. Я могу сказать, что идет информация, что многие светлые души готовятся к сталкерству, к работе в астрале. Давайте посмотрим, кто такие сталкеры. Кана и Вунья. Ловушка скока. Королева пентаклей. The Child. Седьмой аркан колесничий. Прочность. Посланник. Энергия Сириуса. Гармония и баланс. Значит так. Во-первых, да, идет информация все-таки. Посланники, путешественники по мирам. Особые люди, особый тип людей. Особая какая-то у них, знаете, энергетика. В этой энергетике очень много, хочется сказать, любознательности. Они стремятся постоянно к новизне и переменам. Вот по типажу это вот люди, которым надо все знать. Вот прямо, знаете, почемучки какие-то. Хочу все знать. И они бесконечно собирают информацию, знания, опыт. И вот они здесь, видите, вышла карта посланник, и тут The Child. Они здесь действительно для гармонии и баланса, потому что вот тут вот королева пентаклей, понимаете, они поддерживают гармонию и баланс вот этого вообще Земли, планеты. То есть, ну, я смотрю, что они работают на уровне эмоций Кана и Вунья, то есть гармонизация эмоционального плана планеты, но это сказывается и на физическом аспекте. То есть они как-то работают на стыке материи и астрального плана. Очень интересные люди, очень интересные. Хочется углубиться в тему сталкерства, но могу сказать, что седьмой аркан колесничий – это их миссия и предназначение на Земле. Посланники иных миров для поддержания гармонии и баланса. Высоковибрационные души, работающие в том числе на уровне астрального плана. Можно назвать их руками Творца, мозгами Творца. Но они вот как, знаете, погруженные в материю, такие вот рецепторы Творца, можно так сказать. То есть руки Бога, глаза Бога, да, то есть
Интересно. Давайте посмотрим, зачем они нужны. Может быть, здесь больше пойдет информации. Это будет последний вопрос на сегодня. Опять Вонья и Урус. Они приносят сюда новые коды. Вонья – это дар богов, а Урус – это пробуждающаяся сила Земли. Поэтому они как переносчики кодов из мира идей, из мира огненного на Землю. И вот эти переносы, они вот несут с собой, да, они и есть, можно сказать, во плоти своей эти коды. То есть их плоть, их сознание, их энергетика здесь на планете для того, чтобы как бы активировать процессы перемен, процессы обновления, возрождения, соединения со своей силой. Поэтому сталкеров очень привлекают, конечно же, осознанные сновидения. Они часто обучают других этим осознанным сновидениям. Они очень ресурсные люди. Ловушкой, смотрите, гнев. Но почему? Потому что здесь много огня. Вот там у них шлакана, вонья, да. Это огненная структура. У них может быть перебор огня, и им самим нужно быть достаточно внимательными со своими эмоциями. Вот, для того, чтобы... Ну, это вот, знаете, как сталкерство – это хорошо, но у них здесь тоже свои уроки, свои наработки опыта идут. И вот их слабая сторона тоже – это эмоция. Да, королева чаш, видите? Им тоже есть над чем работать. 11-й аркан – сила и Урус. Смотрите, зачем они нужны? Но они проходят, с одной стороны, здесь свои уроки, отрабатывают какие-то кармические свои сценарии, не без этого. А с другой стороны, они прокладывают путь. Это лидеры, за которыми пойдут другие. Они первопроходцы. The Queen of Shadows, королева теней. Но у них есть своя темная сторона Луны. Вообще, по энергетике это люди... У них есть вот эта темная часть, да, темная часть, и в то же время в них есть свет, в них есть пацифизм, в них есть служение. Вот вопрос в том, что, знаете, вот сталкеры, в них есть какая-то история про сочетание, да, вот этого вот добра и зла, объединение его в себе. Сейчас посмотрим. Туз огня. Создавайте свою силу силой своих желаний и действий. Очень мощная огненная структура. Сексуальность, власть, желание и импульс. Но это такие инициаторы мощных процессов на Земле, мощных преображающих процессов. И хочу сказать, что их темная сторона, она не совсем даже темная. Это, знаете как, если они расширят свое сознание, выйдут из-под власти дуальности, они осознают, что вот эта могучая сила Земли, планеты, она просто имеет такой окрас. Это особый, ну такая особая фишка вот этого нижнего потока. Они глубоко связаны с планетой, знаете, у них такая связь вот с предками очень мощная, с какими-то корнями прямо. Очень мощная сила у них. Так, что здесь у нас? Дар творчества, который я всегда говорю, что ценю превыше всего. У них есть туз огня, творить силой своих желаний. У них есть, видите, в них есть вот эта творческая составляющая. То есть они как посланцы Творца здесь. И на первый взгляд они могут выглядеть как темные, но на самом деле они инициируют положительные процессы, помогают творить реальность. Звездные эмпаты, энергетическая целостность и чувства других. Но вот смотрите, их тонкая сторона – это чувства. Они прям заточены на астральный план, на астральный уровень. Это у них эмпатия, но они очень впечатлительны. Смотрите, они как будто вбирают эмоции мира.
может быть, их задача трансформировать эти все эмоции, и свои, и чужие, и так далее. Знаете, очень похоже на то, что когда я говорила, что астралу нашему нужна чистка, и нужны, значит, чистильщики, нужны те, кто очистят. А для того, чтобы что-то очищать, должно быть чувствование, особая интуиция и особое развлечение добра и зла. Ну, потому что если вы что-то убираете, какую-то территорию, вы должны четко понимать, что оставить, а что убрать. Да? Вот они как-то умеют это различать. И в них очень мощно. Они не боятся, знаете, тьмы. У них нет состояния вот этого страха. Поэтому единственное, что их может тревожить, их могут раздирать собственные противоречивые эмоции. Но я думаю, что встав на путь служения, осознавшись, да, раскрывшись, перестав разделять добро и зло, синтезировав это, у них раскрывается вот это сознание, что они посланцы, что у них есть особый дар, что они, ну, как одна из ступеней творческой иерархии, и что все есть свет. Вот, все остальное лишь иллюзия. Ну вот такая пошла информация. Я бы очень хотела получить от вас обратную связь прямо под этим видео. И поставьте, пожалуйста, ваши лайки, подпишитесь на канал. Приходите, пожалуйста, к нам, принимайте участие во вратах 0808. У нас пройдет медитация «Карма 0». Место силы я еще подберу. В прошлый раз это были пирамиды, сейчас пока не знаю, что это будет. Читайте и переходите по ссылочке внизу. Люблю вас, целую, нежно обнимаю всем сердцем. Ваша Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. Пока-пока.